Товарищи музыканты, всем привет! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня у нас в студии дорогой гость. Прячется он пока в этом крутом пеликановском кейсе. Дорогой он во всех отношениях. Давайте извлекать отсюда все содержимое и подробно изучать. Итак, Lewitt LCT 540 Sub-Zero. Дорогой во всех отношениях. Что имеется в виду? Во-первых, безупречное исполнение всех деталей. Все аккуратно, все отточено, все подогнано. Во-вторых, все необходимое для записи не только вокала, но и различных музыкальных инструментов здесь есть. А именно, аттенюатор минус 6, минус 12 дБ, срез низких частот на 80 и 160 Гц, кнопка блокировки выбранных режимов, плюс максимальный уровень звукового давления в 136 дБ позволит качественно захватить общее звучание барабанной установки или записать какие-то очень громкие звуки вне студии. И, наконец, третье, цена. 91 тысяча рублей на момент съемки. Ну, неплохо так. Что ж, давайте будем смотреть, что мы заимеем, расставшись почти с косариком зеленых денег. Итак, диаметр капсулы 25,4 мм, то есть 1 дюйм. Направленность кардиоида. Частотный диапазон 20-20 тысяч Гц. Соотношение сигнал-шум 90 дБ. Корпус микрофона сделан из литого цинка. Вес 371 грамм. Размеры 158 на 52 на 36 миллиметров. Разъем трехпиновый с золотым напылением. Пожалуй, рассказывать тут больше и нечего, да и незачем. Давайте приступим к тестовой части, и чтобы она у нас получилась полноценной и интересной, возьмем в противостояние к нашему Льюиту практически равноценный 102-й Нойман. И если кого-то смутит разница в розничной цене, это я про равноценность, то не забываем, что у Льюита комплектация «Будь здоров», у Ноймана простецкая картонная коробочка и обычный держатель на микрофонную стойку. Отсюда и разница. Ладно, друзья, давайте будем слушать, после чего каждый из вас сделает для себя какие-то выводы и заключения. Конденсаторный микрофон – это микрофон, действие которого основано на использовании свойств электрического конденсатора. Был изобретен в 1916 году инженером Эдвардом Венте. Используется в основном в студийной звукозаписи. Конденсаторные микрофоны обладают весьма равномерной амплитудно-частотной характеристикой, имеют высокую чувствительность и низкие искажения, благодаря чему широко используются в студиях звукозаписи, на радио и телевидении. Их недостатками являются высокая стоимость, необходимость во внешнем питании и высокая чувствительность к ударам и климатическим воздействиям, влажности воздуха и перепадам температуры, что не позволяет использовать их в полевых условиях. Кроме того, из-за большого динамического диапазона конденсаторные микрофоны воспринимают посторонние звуки и шумы, а значит, запись с них целесообразна только в специально подготовленном помещении. Я думал, все прошло, но это лишь казалось мне, и боль моя жива, живее меня. Судьба коварная вдруг занесла меня в края, где был с тобой когда-то счастлив я.
Я думал, я забыл все то, что связано с тобой, и жизнь спокойною течет рекой. Зачем тебя я знал? Зачем так нежно целовал? Зачем мне эта суета и непокой? 5 минут от дома твоего, мне уже не нужно ничего, только посмотреть в глаза твои. Мне бы просто взять и позвонить, и судьбу навеки изменить. Но в жизни счастья нет и нет любви. Ну что, друзья, мы все показали, вы все услышали. Делать какие-то объективные выводы мы не станем, поскольку очень много факторов могут влиять на формирование какого-то определенного мнения. Это и разные слуховые восприятия, кому-то по душе больше низа, кому-то нужен песочный верх. Это и особенности личного голосового аппарата. Кто-то в 200 тысяч не звучит, а кто-то в USB-шный за десятку запишется идеально. И это, наконец, какие-то личные предпочтения по брендам, привычки и так далее. Поэтому заключительное слово мы оставим за вами и будем рады, если отзывов, особенно развернутых, будет много. От себя лично могу сказать, что к Льюитам отношусь очень благосклонно. Ни одна модель от 240-й, самой простенькой, до 640-го, с помощью которого мы пишем стереодемо на студийные мониторы, не вызвала никаких вопросов. Все стабильно, все четко и все аккуратно. На этой нотке я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Ждем ваших комментариев. Всего доброго. Вот, осталось только спеть. Мне осталась одна забава. Спеть. В Льюит спеть, да веселый свист. Так.